Погодка шепчет. Итак, друзья, сегодня установим вежливую подсветку на двери машины. Что нам для этого надо? Инструмент. Светодиодный фонарь сам по себе 12 вольт. Провода из интернет-кабеля либо аналог. Термоусадка, изолента, проволока стальная, двухсторонний скотч, хомуты, кусачки, пинцет, пластиковая лопатка для разбора пластиковой панели, нож канцелярский, тестер для проверки питания контакта. Далее делаем подготовку. Снимаем пластмассовые пороги и уголки для приборной панели. Вытаскиваем два штекера, которые идут из двери, и достаем гофру с этими проводами. Снимаем панель двери водителя и пассажира, которые держатся на двух местах. Из панели не забываем достать ручку открывания двери. Убираем панель. Разматываем проволоку 2 метра. Достаем из интернет-кабеля провод. Предварительно снять защиту с провода. Длина провода 2 метра для водительской двери, 3 метра для пассажирской двери. Далее, не разделяя пару проводов, приматываем кончик проволоки и делаем шаг 20 см 3 раза по всей длине проволоки. Отцепляем штекеры с проводами, которые идут из двери, и не стесняясь достаем его наружу через стойку двери вместе с резиновой гофрой и прокладываем провода внутри гофры. Далее выводим провода к нижней части, где будет располагаться вежливая подсветка. Далее заталкиваем провода обратно и ставим штекера на место. Протягивая провода под приборной панелью, крепим на хомуты для надежности. Обезжириваем низ двери и фонарь. Крепим на двухсторонний скотч. Приматываем провода к фонарю и с помощью термоусадки изолируем. Обязательно проверим, где плюс, где минус. Крепим фонарь на двухсторонний скотч.
Подбираемся к штекеру концевика всех дверей. Находится он под рулем слева. Снимаем панельку под рулем. На штекере нижний левый контакт минус, средний правый плюс. При этой методике наша вежливая подсветка она будет включаться только при открытии двери. Вы можете использовать любую методику на вашем усмотрение. После присоединения к концевикам достаем штекер для безопасности и начинаем прокладывать провод двери. Вести с пассажирской двери дальше, чем с водительской. На видео видно, как можно запитать провода без спайки в основной провод. Вставляем штекер и проверяем тестером, есть ли питание на концевике провода. Все фишки штекера, которые доставали на месте ляйни. Ну далее, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось.